Bluetooth наушники с поддержкой кодека LDAC, мультипоинта до 2 устройств, датчиков автопаузы. Ко всему они имеют адаптивное шумоподавление версии 2.0, технологию Google Fast Pair, защиту от влаги IPX4, время автономной работы до 50 часов вместе с боксом, беспроводную зарядку бокса, шумоизоляционную камеру, 6 микрофонов, высокочувствительный внутриканальный датчик звука, удобное приложение с обширным функционалом, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Liberty 4NC. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке бело-голубого цвета, на ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Выглядит упаковка презентабельно, на подарок однозначно пойдет. Пакинг премиальный, как для наушников. В комплекте мы имеем бокс, наушники, 4 пары амбушюр, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Сколько весит бокс, наушники, какие у него размеры, вы все видите на экране. Все более чем адекватно. Звуковод короткий, овальные формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Оформлен он хорошо, и его размеры вы также видите на экране. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. И еще скоро будет топ-10 наушников от Anker, если вы напишите в комментах, что вам это интересно. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к наушникам. В продаже есть черная, белая, синяя, голубая и розовая расцветка данной модели. Выбрать есть из чего. Дизайн бокса интересный, бокс напоминает бокс у модели VR P10, обзор на который вы видели на канале. Выглядит бокс отлично, выполнен он из матового пластика, тактильно материалы приятные и сборка качественная. В кармане он слегка мешается из-за толщины. На корпусе расположили интересно оформленный LED-индикатор в кнопке для удобного открытия крышки бокса, которая также является кнопкой для сброса настроек и сопряжения. Но открыть крышку можно и не нажимая эту кнопку. Люфт у крышки есть, крышка имеет фиксацию в открытом положении, что удобно. Закрывается крышка с глуховатым хлопком. Далее есть глянцевый логотип компании и разъем Type-C. Внутри расположили два глянцевых вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки и подсветкой. Краткую информацию мелким шрифтом на внутренней части крышки, маркировку Left и Right. Наушники в боксе слегка гуляют. Если попытаться вытряхнуть их с закрытой крышкой, они не вылетят. А вот с открытой крышкой бокса нужно будет приложить немного усилий. Извлекать наушники из бокса удобно, крышка не мешается. Переходим к наушникам. Дизайн наушников очень похож на дизайн прошлых моделей, есть только незначительные изменения. Изготовлены наушники из глянцевого материала с матовой вставкой, сборка топовая, в плане посадки Liberty 4NC показали себя хорошо. Подойдут они многим. Посадка плотная, дискомфорта при использовании я не обнаружил и уши не устают. Из ушей выпирают наушники не сильно, и при занятии спортом из ушей они не выпадают. Пассивная шумоизоляция отличная. На корпусе есть два контакта для зарядки, маркировка Left и Right, логотип компании, надпись Soundcore, 6 микрофонов в общей сумме и сенсорная область для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Одиночный тап на борту, но его можно отключить в приложении. Настроить так, чтобы можно было пользоваться всеми командами, возможности нет. Но плюс за то, что можно настроить все основные команды, такие как play-пауза, переключение треков, регулировка громкости и переключение между режимами. На тапы наушники откликаются хорошо. Команды сопровождаются системными звуками, которые можно включить или выключить в приложении. Удобно, что есть функция блокировки сенсорных панелей, и они работают только когда наушники находятся в ушах. По необходимости отключить эту функцию также можно. Наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами, используется шумоизоляционная камера и технология адаптивного шумоподавления ANC версии 2.0. На борту есть адаптивный режим с обнаружением окружающей среды, ручной режим с регулировкой силы ANC и режим в транспорте, к примеру, самолете, поезде и не только. ANC работает корректно, ручной режим работает хорошо, как и адаптивный, с включенным ANC на максимум в шумных местах. Громкость музыки я выставлял не выше, чем на 50%. Режим прозрачности также на борту, он имеет два режима работы, полная прозрачность и режим речи. Отрабатывает режим прозрачности отлично, к нему вопросов нет. Отмечу, что ANC, что режим прозрачности могут работать даже с одним наушником, это круто. Для удобства также добавили функцию защита от шума ветра, которая, к слову, однозначно не лишняя при использовании режима прозрачности, и функцию безопасный уровень громкости, которую можно настроить под себя и сохранить свой слух, за что плюс. Далее, заряд
заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Данная модель поддерживает технологию Google Fast Pair, полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту, но с кодеком LDAC он не работает. Датчики автопаузы отрабатывают отлично, их можно включить или выключить в приложении. В приложении, к слову, можно пройти тест на прилегание наушников, настроить автоматическое выключение наушников, что может сохранить заряд наушников, включить кодек высокой четкости LDAC. Полный цикл зарядки бокса у меня занял 1 час 32 минуты, а наушников 1 час 5 минут. Беспроводная зарядка бокса на борту стандарта Qi. Саморазряд бокса я не наблюдал. Отыграла эта пара по кодеку LDAC на 65% громкости без ANC бодрые 6 часов. С боксом данная пара в таком сценарии использования проживет около 30 часов. Быстрая зарядка на борту до 10 минут подзарядки наушников от бокса дают 2,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость IPX4 есть только у наушников. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд. По итогу функционал не пострадал. Но я вам не советую топить наушники в воде, так как такой класс защиты защищает максимум от мелкого дождика или пота. Далее. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Soundcore. В принципе, как у всех почти анкеровских ушей. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников и бокса, но не в процентах, что FL. Далее есть настройка режимов, настройка сенсорного управления, настройка безопасного уровня громкости, вкладка «Звуковые эффекты», где можно воспользоваться хорошо настроенными предустановками звучания в количестве 22 штук, 8-полосным кастомным эквалайзером, на который наушники откликаются корректно. Также есть функция Hear ID для простой без заморочек настройки звучания под ваш слух и предпочтения. Данная функция удобна для тех, кто не хочет вручную настраивать звук. После того, как я настроил звучание, используя эту технологию, могу однозначно сказать, что звучание стало не то чтобы качественнее, а скорее всего более подходящее под мой вкус. Кроме вышеперечисленного, также можно включить функцию объемного 3D звука, но мне звучание с включенной этой функцией совсем не понравилось. Далее мы имеем вкладку, в которой можно включить игровой режим. К слову, он также не работает с кодеком LDAC, за что минус. Включить, как по мне, бесполезную функцию компенсации звука, воспользоваться поиском наушников и обновить прошивку. Мне обновления, к слову, уже прилетали. Из интересного в приложении можно найти настройку белого шума. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3. Из кодеков на борту SBC, AAC и LDAC. Связь с устройством, в котором они паре держат, отлично. Через две стены не отваливаются, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В игры играть комфортно, даже в шутеры. Но задержка не является минимальной. Примеры вы сейчас увидите. Микрофоны справляются со своей задачей хорошо, перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Anker, Soundcore Liberty 4NC. Видите условия улицы, и вот так примерно они смогут отрабатывать в подобных условиях обстановки. Анкера нового логично уже ничего не придумают, но старые они будут улучшать до упора. По поводу формы бокса вы сами все видели, что они просто копипастнули, получается, свои же наушники игровые, и я считаю, что они сделали все правильно, потому что они довольно интересные и удачные. Наверное, были хорошие продажи, и они решили сделать эти. В целом, уши более чем достойные, как работают микрофоны, вы слышите.
Звучание с включенным кодеком LDAC без применения кастомных эквалайзеров и предустановок в стоке громкости достаточно. Запас есть и не маленький. Бас плотный и глубокий, средний бас в наличии. Середина хорошо проработана. Высокие звучат чисто, каши из частот нет. Звучание хорошо сбалансировано. Ощущение пространства есть, детализации достаточно. Глубина присутствует. Инструментал различим. Ударные инструменты, струнные инструменты не только звучат хорошо. Вокал как женский, так и мужской дается данной паре без каких-то проблем. Anker Soundcore Liberty 4NC подойдут не только для современной музыки. Плюс за то, что можно воспользоваться хорошо настроенными предустановками, кастомным эквалайзером и не только. Из минусов: довольно пузатый бокс, не отображается заряд в процентах, мультипоинт и игровой режим с кодеком LDAC не работают, как по мне, бесполезный режим в транспорте, режим обнаружения окружающей среды для ANC и бесполезная функция компенсации утечки звука. Ну и не всегда вкусный ценник, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Лучше все это приобретать, разумеется, на распродаже. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Резюмирую: Anker Soundcore Liberty 4NC — очередная новинка с приятным звучанием, но, как по мне, особых нововведений здесь нет. Просто новый дизайн, название и легкое обновление функций. Разумеется, когда вы покупаете новую модель, то там новый аккумулятор, поэтому, в принципе, рассматривать ее стоит. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.